Данный гайдик предназначается для тех, кто хочет научиться менять модели и текстуры в готике. Неважно, хотим мы сделать какой-то большой текстур-пак, либо же мы просто хотим заменить парочку моделей брони, которые бесят. Итак, для начала нам понадобятся две программы. Это Gothic VDFS и GoMan. Ну, после того, как мы их скачали, ссылки будут под видео, давайте разберем на примере, что мы хотим сделать. Ну, допустим, мы хотим поменять вот эту вот модель доспехов королевского шута на что-нибудь посолиднее, на доспехи из Архалоса, например. Что в этом случае мы делаем? Запускаем Архалос. То есть, какая у нас последовательность действий? Мы хотим узнать название доспехов из Архалоса, название модели, извлечь ее из файлов игры, переименовать и запаковать в таком формате, чтобы готика считала эту модель моделью от доспехов королевского лучника. Ну, сейчас у нас сейв загрузится. Вот у нас сейв загрузился. Вот она, вот эта вот броня. Как узнать ее модель в игре? Ну, вообще можно как бы в скриптах посмотреть. Но, допустим, мы не знаем, как смотреть скрипты. Я вот, например, не знаю. Что я делаю? Ее можно выкинуть на землю. Ну, тут у меня плагин сбоку показывает вообще все, что надо. Но, допустим, у нас этого плагина нету. Включаем Marvin Mod. Вводим команду Edit Focus, нацелившись на вот броню, которая лежит на земле. Нам нужна предпоследняя строчка, то есть Visual Change. Ну, запомнили, да? KM, mil B. Можно даже скриншотик сделать, например. Выходим из игры. Закрываем. Теперь открываем Gothic VDFS. Ищем, собственно, в Архалосе. Ну, вот у меня тут уже всякие моды хранятся. Нам нужен файл km animus. Ну, то есть вообще animus это вот здесь хранятся доспехи, модели динамические, скажем так. Там луки, арбалеты. Meshes это там, где хранится оружие в основном. Ну, либо какие-то другие статические модели, типа там кусты, деревья, вот это вот все. Открываем animus. Ищем здесь km mil b, по-моему, да, называется. Вот она, вот эта модель. Extract Selected жмем. Это все у нас на вкладке Viewer. Вот у нас появилась, соответственно, папка Work. Data, animus compiled, и вот она, наша модель KM mil b. Теперь мы хотим эту модель переименовать, чтобы игра у нас считала ее доспехами королевского лучника. Соответственно, вот у нас есть такой вот документик со всякими читами. Тоже есть название там, моделей, всего остального, все, что нам нужно. Где я его взял, вот она, вот эта вот ссылочка, Ликер этот список сделал для АБ. В принципе, для НБ большинство моделей они не изменились. Вот единственное, здесь может чего-то не хватать. Например, там каких-то доспехов охотников на демонов, да, потому что обнова с охотниками на демонов вышла позже, чем сделали вот этот вот список. Ну, это точно так же, те модели в игре можно посмотреть через Edit Focus. Соответственно, вводим сюда броня, королева. Так, вот она, нашли. Здесь две позиции. Одна для обычной брони, другая для перекованной. Но это не важно, они обе одну и ту же модель используют. Armal Milhunt называется. Соответственно, вот копируем. И называем эту модель Armal Milhunt. Закрываем. Соответственно, вот это очень важный шаг. Нужно вот эту папку Work поместить в другую папку. Неважно, как мы ее назовем, допустим, Armor. Вот это важный шаг, его нельзя пропускать, иначе у нас ничего не получится. Обязательно пихаем его в другую папку. Соответственно, вновь разворачиваем Gothic VDFS и переходим на вкладку Builder. Соответственно, вот здесь, где root path, мы выбираем вот эту вот папку Armor и файл name открываем. Здесь выбираем All Files и сохраняем наш новый, текстур replacer, да, как VDF. Как мы ее назовем? Ну, допустим, броня шута VDF. Все, сохранили. Теперь дальше. Вот здесь, где timestamp,
ставим, допустим, 39 год. Я обычно всегда 39 ставлю. По-моему, если попытаться больший год поставить, типа там 40-й, программа ее все равно обрежет до 39. Не знаю, почему такое число. Но вот, допустим, 39 год мы поставили. Теперь сюда ставим точку, плюсик и build volume. У нас она довольно быстро все это запаковала в формат, который читается готикой. Так, ну вот я, допустим, беру пока что свой текстур-пак на броню. И посмотрим, вообще у нас поменялось что-то в игре или нет. Вот у меня тут сейв со всякими доспехами. Так, надо вначале найти эту броню еще, королевского шута. Где она тут у нас есть-то вообще? Вот она, броня королевского лучника. Да, модель заменилась, но она без текстуры. Мы забыли текстуру добавить. Давайте мы сделаем следующим образом. Выйдем из игры. Теперь как узнать, какую текстуру использует вот эта модель? Открываем ее Notepad++. И я вот обычно так делаю. Ctrl-F и TGA. Вот все, что после буквы B, это название вот этой текстуры. Hum Armor KM Build B01. Можно еще дальше полистать, но она использует уже дальше стандартную тоже модель тела GG. Вот это нам не интересно. Нас интересует вот это вот название вот этой текстуры. Теперь нам нужно эту текстуру извлечь, но она нам нужна не в формате TGA, а в формате text. Можно это сделать, в принципе, тем же Gothic VDFS. Как там название? Hum Armor. Так, это чуть выше. Hum Armor KM Mil B01. Вот она, вот эта текстура нам нужна. Но обычно я пользуюсь все-таки не Gothic VDFS для извлечения текстур, а GoMan. GoMan открываем, соответственно, этот самый KM Textures и ищем эту текстуру. Вот она, KM Mil B01. Здесь сразу видно, что за текстура, то есть в каком-то смысле GoMan это все делать удобнее. Теперь, что нам нужно? Мы хотим экспортировать вот эту текстуру в формате text, потому что именно формат text читает игра. Вот, соответственно, вот эта вот кнопочка экспорт текстуры. Выбираем, допустим, на рабочий стол, хотим экспортировать. И важный момент. Здесь, где производительность карты, ставим 5. Потому что если мы этого не сделаем, то велика вероятность того, что текстура в игре будет ребить. Ну, то есть она будет некачественно выглядеть. Делаем экспорт. Вот она, наша текстура. Собственно, несмотря на то, что вот здесь мы название модели доспехов поменяли, название текстуры нам менять не надо, потому что сама модель вот эта вот, как бы она ни называлась у нас в компьютере, сама модель, она ссылается вот именно на это название текстуры, поэтому название текстуры мы не меняем. Так, здесь что мы делаем? Создаем папку Textures и в ней Compiled. Соответственно, сюда пихаем вот эту текстуру. Это мы можем закрыть пока что. И на вкладке Builder повторно запаковываем. Теперь смотрим, появилась у нас текстура или нет. Да, вот, модель с текстурой, все нормально. Вот она, броня королевского лучника. Что еще можно сказать? Ну, вот этот вот сейв с доспехами, со всем оружием, я тоже могу скинуть, в принципе, под видео. Если хотите, можете здесь вот смотреть, тут всякая броня, то есть, чтобы вручную не вводить все вот эти вот коды, да, можно это сделать в сейве. То есть просто сейв для того, чтобы просматривать всю броню, все оружие в игре. Еще такой нюансик по поводу работы с GoMan. Если его вот так вот закрыть, то повторно
Ну, кстати, сейчас оно открылось. Раньше, по-моему, была такая проблема, что если вот так вот закрыть через контекстное меню, то он не открывается второй раз. То есть обычно я закрываю либо на Alt F4, либо на крестик. Если же все-таки появилась такая проблема, что GoMan у нас не открывается, вот, то что делаем? Заходим в диспетчер задач и вот здесь вот развернуть. Вот она у нас развернется. Просто это не первый случай, когда вот GoMan перестал работать, и ничего там не помогало, ни перезагрузка, ничего. Соответственно, что дальше делаем? Допустим, бывают такие ситуации, что мы, например, хотим немножечко модель изменить, да? Ну, полностью изменять модель я не умею, к сожалению. Вот, здесь я вам не подскажу, как это делается. Но в редких случаях можно сделать так, чтобы, например, сделать прозрачный кусок текстуры, который использует модель. Например, вот этот вот значок мы хотим убрать. В данном случае это можно сделать. Открываем опять-таки GoMan, KM Textures, ну, либо можно вот наш файлик, который мы только что сделали. Давайте, например, так и сделаем. Так, броня шута. Вот она, эта текстура. Мы хотим ее сохранить в таком формате, который можно редактировать. Ну, допустим, там PNG или JPEG. Опять же, экспорт текстуры. Допустим, в JPEG сохраним. Экспортируем. Вот она у нас, эта текстура. Теперь, я, например, я вообще не умею ни в фотошопе работать, ничего. Но у нас есть куча всяких онлайн-сервисов полезных, которые могут это все бесплатно делать. Например, вот такой вот есть сайтик Lunapic, очень крутой. Загружаем в него нашу вот эту вот модельку. Здесь есть куча всяких разных фич. Например, мы хотим заменить красный цвет на доспехах на синий. Кликаем вот сюда, Adjust Colors, Blue and Red, он нам заменил. Также можно, например, контрасты, там гамму поменять и так далее, сделать текстуру светлее или темнее, наоборот. Ну, допустим, нас это все сейчас не интересует. Что мы хотим сделать? Мы хотим перевести в прозрачный PNG. Ну, может, кто-то подскажет более удобный способ. Я, например, вот так вот делаю. Есть вот такой вот пунктик Alpha Transparency. Здесь вот делаем ее немножко прозрачной. Неважно, какой уровень. Так, открываем здесь в Paint 3D. Открываем вот здесь. Вот она прозрачная, а вот она как бы, ну, непрозрачная, да. Копируем сюда, вставляем. У нас сам формат поменялся файла, и теперь мы можем вот этот вот значок удалить. Все, удалили значок, сохраняем в PNG-шке. Теперь, да, вроде бы прозрачно, да. Теперь открываем опять GoMan, открываем вот нашу картинку в формате PNG. Здесь тоже мы хотим в тексте ее сохранить. Производительность карты опять выбираем 5. Все, сохранили. Теперь ее нужно заменить. То есть вот это название ей опять-таки даем. И заменяем текстуру теперь уже без значка. Еще раз запаковываем и смотрим, изменилось ли что-то в игре или нет. Да, значка нету, но теперь у нас, видите, такое вот пятно появилось на его месте. То есть нам по-хорошему еще нужно убрать вот это вот пятно. Ну, где это пятно у нас может быть? Вот оно, скорее всего, где-то вот здесь вот и расположено, мне так кажется. Ну, вообще, это надо смотреть уже. Вот. Либо вот здесь вот, скорее всего, даже. Да, вот здесь вот это передняя часть, потому что здесь пряжка ремня расположена. То есть вот этот значок у нас вот здесь где-то. Соответственно, нужно еще вручную поменять вот этот вот кусочек текстуры. Сделать его, ну, красным. Ну, это уже там
гемор, это надо отдельно заморачиваться. И вот здесь еще нужно будет на воротнике немножко поменять. Вот, но это в принципе сделать можно, если как бы времени не жалко. Так, показал, что у нас по доспехам. Какие тут еще могут быть моменты? Например, мы уже сделали вот эту вот текстуру, да, прозрачную. Такие посмотрели, ага, вроде все хорошо, но хочется еще что-то поменять в этой текстуре, уже в прозрачном. И вот незадача, вот этот вот исходник мы его уже удалили. Что нам делать? Можно извлечь в TGA текстуру. Ну и дальше там TGA, например, в PNG. TGA в PNG. Ну, тут есть куча всяких разных конвертеров, короче, справитесь, я думаю. Так, что еще? Какие еще моменты при создании текстур паков? Ну, допустим, мы хотим поменять оружие какое-нибудь, да? Давайте посмотрим, какое оружие мы хотим поменять. Давайте лучше в игре посмотрим. Ну вот, например, копье пронзатель, да, мы хотим поменять. Здесь он у меня уже в моем текстур паке изменено. Ну, допустим, мы на ванильном NP играем и хотим его поменять. Опять же, можно через Edit Focus посмотреть название модели, можно через вот этот вот Excel. Сейчас развернись, пожалуйста. Ага. Ищем здесь пронзатель. Здесь нам уже нужен столбик не Visual Change, а Visual, вот этот вот. То есть в файлах игры это копье называется как Spear 05. Соответственно, выходим из игры и Gothic VDFS открываем уже на вкладке Viewer, открываем AB Meshes. Так, как оно еще раз называется? Spear 05. Вот оно, вот это копье. Допустим, мы хотим его поменять на Spear Blood, да? Не знаю, что это такое, но допустим, мы хотим. Соответственно, вот у нас дата, Meshes Compiled, и мы вместо Blood ставим 0.5. Соответственно, даже можно просто вот так вот сделать. Теперь это у нас уже будет не просто Armor, а Armor и оружие. Блин, ну пофиг, неважно, как оно называется. Переходим на вкладку Builder и, соответственно, вот это вот делаем. Ну, неважно, как мы тут назовем, допустим, 1.1.1.vdf. Сохраняем. Опять-таки пишем 39 год здесь точечку, здесь плюсик и build volume. Ну, теперь уже бронюшу там можно удалить. И, допустим, мы от оружия пока что откажемся от моего текстур пака с оружием. Так, сохранили, да? Смотрим, что в игре поменялось. Ну вот оно, теперь это копье выглядит как копье из старого данжа. В принципе, аналогичным образом меняется все оружие. Если для какого-то оружия не хватает текстуры, то точно так же открываем блокнотом модель и ищем GA. Соответственно, так мы узнаем текстуру, которую использует этот модель. Ну, в мешах находятся все вот эти вот, как я уже сказал, статические модели, типа там шпаги, копья, ну, короче, все оружие ближнего боя. Луки и арбалеты, они хранятся в AB Animus, точно так же, как доспехи. Шлемы тоже хранятся в мешах, потому что шлемы у нас статическая модель, и щиты, по-моему, тоже хранятся в мешах. Вот они, все щиты, они тоже в мешах хранятся.
Что еще? Что еще? Допустим, мы хотим поменять текстуры, ну, какого-нибудь окружения нашего, да, допустим, текстуры леса мы хотим поменять. Вот, соответственно, в AB Textures у нас есть там всякие разные NV Nature, допустим, вот они, текстуры кустов. Текстуры кустов, они тоже с альфа-каналом у нас, поэтому если мы хотим их отредактировать, то нам нужно будет пользоваться через TGA и потом в PNG переводить. Ну, тут, соответственно, текстуры земли, их тоже можно также экспортировать в виде JPEG и там как-то поменять. Вот. Ну, кстати, вот здесь вот у нас есть переходная текстура между землей и камнем. Как делаются подобные текстуры? Точно так же. Вот, допустим, мы нашли текстуру земли и текстуру камня. И мы хотим из этих двух сделать переходную. Нам опять-таки поможет Luna Peak. Собственно, вот здесь есть эффект. Эффект, по-моему, что-то не вижу. Или фильтр, или что там было. Вот Gradient Blade, все, точно. Ну и, допустим, мы хотим... Так, Upload Now. Так, ну и вот у нас, поскольку у меня предыдущая текстура была загружена вот этих доспехов, то нам предлагается как бы совместить вот эти две текстуры, но это я просто так показываю на примере. Соответственно, здесь вы первую загружаете текстуру, допустим, листьев, здесь текстуру камня, и потом можете так вот сделать переходную текстуру. Что еще? Какие тут еще могут быть нюансы? Даже не знаю, вроде бы все уже рассказал, как что делается. Ну, единственное, что может возникнуть вопрос, допустим, я хочу сделать текстур-пак на оружие, а где мне оружие это найти? Ну, модели оружия. Ну, тут я могу посоветовать только вот кучу всяких модов скачать и в них смотреть. То есть только перебором. Вот. Есть, например, в NB куча всяких ресурсов. Например, вот неиспользуемые всякие модели, которые в ресурсах AB лежат. Есть, например, ну вот GTR пак, да, довольно распространенный. Много кто с ним играет. Вот у него тоже достаточно много моделей всякого оружия. Ну, из Архалоса можно там оружие, доспехи смотреть и так далее. То есть вот только методом перебора это можно найти. Ну, в некоторых модах, например, вот кузнец на страничке с закачкой мода, есть вот некоторые такие скриншоты, по ним тоже можно ориентироваться. Вот. В принципе, думаю, на этом все. Вот. По идее, я все моменты обсудил, которые могут возникнуть при... Ну, вопросы, которые могут возникнуть при создании текстур паков. Вот. Если есть еще какие-то вопросы, то, наверное, спрашивайте в комментариях, попробую ответить. Так что всем удачи, творческих успехов, ну и не болейте.